Приветствуем вас на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия, мира и добра. Сегодня у нас утренний выпуск, в котором вы узнаете, какие можно сделать дела в огороде, в саду, на грядках с 25 по 29 мая 2022 года. А также узнаете, на что нужно обратить внимание при домашних делах и при вашем уходе за вашим телом. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп с 25 по 29 мая, время киевское. Итак, первые два дня, 25 и 26 мая, Луна, убывающая Луна, это уже четвертая фаза, будет находиться в знаке Овен. А если это четвертая фаза, то значит в это время уже, тем более в Овне, только корнеплодные, а с корнеплодных Овен покровительствует луку и чесноку. Ну и при желании можно посеять сидераты. Вот это 25-26. С рассады только, если есть рассада лука, из семян можно высаживать вот эти 2 дня. Для комнатных цветов и для цветов очень актуальна в это время защита от вредителей и от болезней. Поливы в Овне бесполезны, подкормки тоже нельзя проводить. Без поливов они опасны даже. В саду очень хорошо проводить обрезку садовых растений и зеленые операции, ну и защитные мероприятия от вредителей, от болезней. Зеленые операции прекрасно пройдут. Заготовки очень полезные, вкусные и красивые получаются. А вот с квашением капусты и не только, пока придется подождать. Уже совсем скоро займемся этим делом. Настойки очень качественные, можно делать из лекарственных трав. Рыбалка в Овне не дает хорошего результата, а вот сбор лекарственных трав, особенно, это четвертая фаза, очень хорошо, то, что вы собираете корнями. Вот лекарственные травы, это четвертая фаза, значит, корни наиболее качественные в это время собираются. Для комнатных цветов здесь актуально у нас только защита от вредителей и от болезней. А теперь рассмотрим наши дела на грядках, в саду в пятницу, субботу и воскресенье. Но сразу же хочу сказать, что воскресенье этот день будет выходной, и не только как день недели, но и еще выходной для работ, потому что 30 мая будет новолуние, а значит начинается время, вот 28-го начинается с 14 часов 30 минут время Гекаты. Поэтому здесь будут разные работы, и давайте мы их рассмотрим более подробно. 27 мая Луна перейдет в знак Телец в 9 часов 24 минуты. И с момента, нужно дать обязательно время, я всегда стараюсь запас времени дать, лучше с 10 часов утра, вот здесь наступает время, когда можно сеять семена всех корнеплодных овощей на хранение, высадить картофель, это северяне у нас очень интересуются этой темой. Можно посеять уже в других регионах и не только в северных, семена редиса, редьки, дайкона, все из корнеплодных сеем и высаживаем 27 с 10 часов. И с рассадой, точно так же с рассадой мы можем с 10 часов высаживать рассаду в открытый грунт, в теплице. Там, где нужна перевалка, перевалку делаем, пересадку, посадку. В общем, все виды работают с рассадой, причем любая рассада, все это только позитивно оценивается космическими энергиями и дается зеленый свет для этих работ. Цветы. И комнатные цветы, я их объединяю, потому что практически для рассадных цветов, ну и для открытого грунта, и там, где тепло, одинаковые виды работ. Это поливы и подкормки. А также и уже в открытом грунте есть на юге возможность черенковать те же хризантемы или другие цветы. Можно черенковать и укоренять в это время.
То же самое можно делать с комнатными цветами. Размножать с помощью черенков любимые растения. Ну, естественно, можно пересаживать, если вы уже хотите пересадку провести в больший горшок, пожалуйста, перевалку. Это тоже очень хорошо в этот период с 10 часов до конца суток. Поливы прекрасно, подкормки тоже прекрасно пройдут. В саду, ну вот 4-я фаза перед новолунием, здесь только обрезка прекрасно для растений пройдет. Можно нарезать черенки, если уже есть таковые, и укоренять их, и зеленые операции. Ну, естественно, зеленые операции тоже здесь очень хороши. Заготовки прекрасно. Квашение. Вот это тот момент, когда ждали, когда можно квасить капусту, кстати, и грибы, и другие овощи. Прекрасно в это время. Настойки готовим хорошие будут, рыбалка тоже хорошее время. Сбор лекарственных трав, прошу обратить внимание, здесь именно корни собираются растений, очень ценные в это время. Ну и для комнатных овощей поливы, подкормки и защиты актуальны. Идем дальше. 28 мая до 14 часов с утра и до 14 часов можем высаживать картофель, снова сеять семена корнеплодных овощей, редис, дайкон, все, что формируется именно урожай в почве, все это высаживаем и сеем. Рассаду, выращенную уже и готовую давно к высадке, можно высаживать до 14 часов дня. Для цветов, для комнатных цветов, вот единственное, что до 14 часов нужно черенки нарезать и укоренять, а все остальные виды работ можно проводить до конца. Да, еще посадка и перевалка до 14. А вот поливы, подкормки, это можно проводить до конца дня. Вот поливы, подкормочки. В саду продолжаем обрезку, черенки на укоренение до 14 часов. Зеленые операции можно делать, заготовки тоже, квашение тоже. А вот настойки как раз в это время не рекомендуется. Здесь энергии очень мало. Космос не выделяет в это время энергии, и наши настойки не дадут тех позитивных ожидаемых результатов, на которые мы рассчитываем. Рыбалка бесполезна в это время, черная луна, нет, рыба не ловится в это время. Лекарственные травы только, то есть корни лекарственных трав до 14 часов можно копать. Ну а для комнатных овощей тоже актуальны поливы и подкормки. Ну и завершаем мы сегодня обзор вот этим днем, воскресенье, выходным, 29 мая в Тельце. Это время Гекаты, черной луны, подготовка к новолунию, очень сложный период. Отдохните сами и дайте отдохнуть земле и растениям, поэтому никакие в это время посевы, посадки не проводим, рассаду тоже не высаживаем. Для цветов сегодня актуальны поливы, то есть сегодня 29 мая, поливы, ну а подкормочки только до 18 часов, кстати, и поливы до 18 часов, так как у нас 20 часов, 24 минут начинается время близнецов, стихии воздуха. Поэтому постарайтесь до 18 часов эти работы провести. В саду по-прежнему можно проводить обрезку любую садовых растений и зеленые операции. Заготовки хорошо пройдут, квашение до 18 часов, настойки в дни черной луны не делаем, рыбу не ловим, лекарственные травы не собираем. Ну а для комнатных цветов у нас в это время актуальны еще поливы и подкормки, но только до 18 часов вечера. А теперь рассмотрим рубрику «Луна для дома и для здоровья». Снова же с 25 по 29 мая 2022 года. Смотрите, у нас одинаковые будут как раз энергии 25 и 26. Это энергии Овна. Луна в Овне, а значит печка прекрасно горит и могут быть пожары. И не только от огня, будьте внимательны, проводка, другие какие-то нюансы. Очень внимательно в это время к вашим всем недостаткам, которые могут привести к пожарам. Будьте еще раз внимательны. Для теста актуально это знак стихии огня, добавка жидкости или уменьшение муки.
Рукоделие в Овне не получается нормальным. Вот теперь, что касается волос и ногтей. Пожалуйста, стрижка волос в Овне нормально пройдет. Стрижка ногтей тоже. Покраска волос ни в коем случае не проводите в Овне. Сгорят волосы. Даже органика здесь не подходит. Мыть волосы в это время хорошо. Уход за кожей, вот эти питательные крема, они не дают того эффекта, потому что кожа в это время не воспринимает влагу и питательные вещества. Это время стихии огня. Очистка кожи продолжается, курс уже почти завершится скоро. Ремонт в Овне прекрасно получается, сохнет, без щеток, очень красивые получаются результаты ремонтных работ. Проветривание вещей очень хорошо. Стирку не проводим в Овне, уборку тоже. Ну и меня просили, когда же можно курицу уже подсыпать яйца под нее. Вот это время, когда можно начинать закладывать на инкубацию яйца курей. Вот, пожалуйста, 25 и 26. Сразу скажу, еще один день очень хороший, 27-го 3 дня. Где-то себе делайте заметку. А теперь пойдем дальше. Это очень важно. У нас будут энергии стихии Земли. Здесь, что касается печки, нормально, но безопасность, прежде всего, будьте внимательны со всеми теми вещами, которые дают огонь, очень предельно внимательно. Такое сейчас время. Далее тесто. Вот тесто здесь пройдет все дела. Тесто получается мягким. Здесь не надо ни добавлять, ни отнимать ничего. Очень хорошо получается. И рукоделие замечательно. Любые проекты, какие-то новые идеи творческие. Вот они обычно вот в начале, вот 27-го можно вот это поймать, вот эту изюминку. Но уже в новолуние, конечно, это дальнейшая работа, продолжение. Но вот этот день, обратите внимание, 27 мая, очень хороший для этих дел. Записывайте то, что приходит. Стрижка волос. 27-го проводим стрижку волос, но в дни черной луны не стрижемся. То есть 28-го, 29-го никаких стрижек ногтей тоже в это время. Покраска волос тоже не рекомендуется в это время. А вот мыть волосы можно. Уход за кожей. Вот время, когда вот можно использовать вот эти самодеятельные различные крема из овощей, вот это очень хорошо. В тельце просто замечательно вот эти все питательные вещества попадают в каждую клеточку кожи. Используйте эти времена, но очень хорошо, эффективно 27 и 28, а вот уже 29 не делайте, они не будут эффективными. И вот, наконец-то, завершается у нас, смотрите, еще один день, 27-го, и еще очистка кожи, вот чистотел, кто занимается. И вечером уже 28-го завершается курс. И далее уже не проводим до следующего момента у нас, следующего курса, который начнется уже после полнолуния. Ремонт в знаке стихии Земли лучше не проводить, проветривать вещи тоже, потому что и запахи какие-то появляются, и тянет влагу. Зато стирка и уборка, вот здесь генеральную стирку можно провести и генеральную уборку. Смотрите, как хорошо получается пятница, да? Суббота прекрасный день, можно вот этот день использовать, кто-то работает для того, чтобы провести уборку в доме, постирать хорошо. И даже в воскресенье можно, но до 14 часов. И уборка, и стирка. Ну, а инкубация уже в период 28-29 не закладывается. Видите, как совпало и здесь и время, и в то же время здесь новолуние, тоже энергии черной луны мы не используем. Используем хорошие энергии для того, чтобы получить здоровое поголовье цыплят. Луна для здоровья. 25 и 26 убывающая луна будет в знаке Овен, а в это время уязвима голова. В первую очередь это кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния, зубы.
будьте очень внимательны в это время ко всей сердечно-сосудистой системе и к нашей голове. И в это время большой риск травм и переломов. Особо обратите внимание на глаза и зубы. В это время нельзя обращаться в стоматологические клиники, потому что все виды манипуляций будут проходить потом с большими осложнениями. Я сама свидетель и участник такого события. И вообще все операции на голове в это время нужно отменить и не проводить. Операции, также связанные с глазами, не будут иметь планируемого эффекта. Тоже могут возникнуть осложнения. В это время что может быть? Вероятны головные боли, порезы, травмы. У людей, у которых есть заболевания костной системы, могут обостряться заболевания артритов, артрозов, радикулитов, ревматические боли, грыжи позвоночника могут беспокоить, остеохондрозы. И, кстати, в это время часто обостряется мочекаменная болезнь. Ну и возникают в это время мигрени, гипертонические кризы, обострение неврозов. Так что будьте внимательны в это время к своему здоровью. В этот период стрессоустойчивость очень снижена, тем более впереди новолуние. Могут обостряться истерики, психозы и быть депрессии. 27, 28 и 29 мая Луна в Тельце. А в Тельце уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык и нижняя челюсть. Обязательно обратите внимание на эти важные органы. Нельзя в это время лечить и оперировать горло, зев, гортань, щитовидную железу, пищевод и гланды. Ухудшения могут коснуться тех, кто страдает нарушениями эндокринной системы, особенно щитовидной, паращитовидной, вилочковой или поджелудочной желез. Ну и нужно обязательно обратить внимание тем, у кого сахарный диабет, потому что в это время могут почувствовать ухудшение своего состояния, и поэтому здесь внимательно к приему лекарств нужно отнестись и принимать их вовремя. Могут быть проблемы в это время с сосудами, особенно у тех, кто страдает атеросклерозом, тромбофлебитом, а также могут быть обострения ишемической болезни сердца, возможны приступы гипер- и гипотонии. Впереди новолуние, уже черная луна ощущается, поэтому физическая нагрузка должна быть максимально снижена. Ну а питание должно быть обильным и полноценным. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик желают вам по-прежнему мира в каждый дом, мира каждому сердцу. Пройдите вот эти сложные дни перед новолунием спокойно, уверенно и в здравии, с хорошим настроением. Всем шлем свет божественной любви каждому сердцу на этой прекрасной планете. Ну и на этой позитивной ноте мы прощаемся с вами. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего выпуска. Ну что ж, пока-пока.